Истоки происхождения и идеология Хизбалла, ливанской шиитской группировки, которая в своей деятельности давно перешагнула за рамки не только Ливана и Ближнего Востока, но даже Старого Света и превратилась в настоящего глобального игрока мировой борьбы за власть, информацию и ресурсы. Само слово «Хизбалла» в переводе с арабского языка дословно означает «партия Бога» или «партия Аллаха», которая возникла в напряженной атмосфере конфликтов внутриливанского и палестино-израильского. В отличие от других фундаменталистских организаций, она никогда не ставила главной практической целью заменить светское государство в своей стране Исламской республикой. Этому мешали наличие многочисленной христианской общины и традиционная антипатия между шиитами и суннитами. Приоритетом лидеры Хизбаллы сделали джихад против израильтян как узурпаторов мусульманских земель. Такие, в отличие от других движений региона Хизбалла, после превращения в политическую партию активно стремились к примирению и сотрудничеству с властями Ливана, к интеграции в социально-политическую жизнь страны. Импульс создания Хизбаллы дало исчезновение лидера шиитского движения Мусы ас-Садра. В 1974 году он основал движение обездоленных, которое выступало за реформу существующей политической системы Ливана. Когда началась гражданская война, у движения появилось боевое крыло, батальоны ливанского сопротивления. И в 1978 году ас-Садр во время поездки в Ливию внезапно исчез. Его преемник Набих Берри изгнал из движения исламские элементы. Объединившись с другими шиитскими группами, включая Союз мусульманских студентов и ливанскую партию Дава, они основали Хизбаллу. Основой ее полувоенных сетей в первые годы были такие кланы, как Мусави и Хамади. Важным фактором исламского возрождения стало очередное поражение арабов от Израиля в 1973 году. В Палестине радикальные фундаменталисты возникли позже, чем в других странах, когда неэффективность Ясера Арафата и Народного фронта освобождения Палестины позволила радикальному исламу взойти на политическую сцену. При этом израильтяне сами способствовали фундаменталистским группам Хамас и исламский джихад, не замечая средств, которые присылали им спонсоры из Персидского залива. Хизбалла является продуктом попыток Ирана собрать под одной крышей разнообразные боевые шиитские группы Ливана, которые сами были продуктом внутренней и региональной нестабильности того времени. С одной стороны, Хизбалла выросла из сложной и кровавой гражданской войны, в которой исторически маргинализированные мусульмане-шииты Ливана впервые попытались утвердить свою экономическую и политическую силу. С другой стороны, Хизбалла была побочным результатом попытки Израиля разрушить Организацию освобождения Палестины своим вторжением в 1982 году в Южный Ливан. Хизбалла целиком согласна с палестинскими фундаменталистскими группами по вопросу применения силы против государства Израиль для его уничтожения и пользуется любой возможностью, чтобы подтолкнуть Хамас и исламский джихад к действиям. Тем не менее, тактика, которую используют боевики Хизбаллы в Южном Ливане против израильской военной оккупации, отражает уникальную военно-политическую ситуацию в этом регионе, как и демографические и топографические условия, не похожие на таковые западного берега и Газы. Начав как нерегулярные отряды без связи с ливанским правительством, Хизбалла при поддержке Сирии и Ирана регулярно нападала на израильские части. Одним из ответов Израиля и США было приклеивание Хизбалле ярлыка террористической организации, и в ее интересах было избавиться от такого ярлыка, поэтому принятая ее тактика отличалась от той, что разрабатывали Хамас и исламский джихад. Когда началась гражданская война в Ливане, Сирия и Израиль оказались вовлечены в нее, хотя избегали соприкасаться. Однако позднее в Ливане произошли события, в результате которых сирийскому президенту Асаду представился шанс вернуть голландские высоты. Изгнание боевиков с израильско-ливанской границы в 1982 году, которое оставило там военно-политический вакуум, и укрепление пограничной зоны Ливана израильскими войсками.
Асаду требовалась собственная суррогатная сила, которая могла обеспечить напряженность в этом регионе. Решением проблемы стали Хизбалла и Иран. Ливанские шииты хотели играть свою роль в борьбе с Израилем, и как следствие Иранская революционная гвардия смогла помочь им создать организационную структуру и сплотиться вокруг местного руководства. Поддержка Ираном складывающейся группы, которая станет Хизбаллой, диктовалась двумя внешнеполитическими целями: возможность бороться с Израилем через подставную организацию и распространением шиитского влияния в Ливане. Что касается светского режима Асада, то он намеревался контролировать Хизбаллу так же плотно, как и другие партии под военно-политическим зонтиком Сирии. Когда было решено, что острием борьбы с Израилем в Южном Ливане станет Хизбалла, члены Иранской революционной гвардии были отправлены в долину на востоке Ливана Бека помогать инструкторам обучать боевиков. К середине 1980-х годов Хизбалла мобилизировала около 7 тысяч партизан. Для многих молодых ливанцев членство в организации означало обретение средств к существованию в разоренной войной зоне. Когда Израиль в 1985 году объявил, что не уходит из Ливана полностью, а создает зону безопасности 10 километров и длиной 79, чтобы защитить свои северные деревни от просачивания боевиков, Хизбалла была готова оспорить это решение с оружием в руках. В 1985 по 90-е годы Израиль получил в Южном Ливане свой мелкомасштабный Вьетнам. Внутренняя и внешняя динамика ливанской гражданской войны была важным фактором подъема Хизбаллы, ее траектории развития. Однако фактором, который позволил Хизбалле продолжать свой джихад против Израиля под эгидой послевоенного ливанского режима, было постепенное приобретение Сирии политического преобладания в Ливане. Этот процесс принес партии Бога легитимность как подлинной ливанской партии и придал ее борьбе с израильскими военными вид национального сопротивления. В то же время с начала 90-х годов Хизбалла взяла курс на участие в политической жизни Ливана, активно используя свои социальные сети. Еще большую положительную репутацию Хизбалла получила за вооруженную борьбу с израильтянами и их марионетками в Южном Ливане. Участвуя в выборах 1992 года, Хизбалла четко сигнализировала, что сменила свой радикальный курс и соблюдает освященные временем правила ливанской предвыборной игры. Более того, эта игра как бы быстро увеличила легитимность партии Бога в качестве главной партии с крылом сопротивления, поскольку в результате ее побед на выборах она сформировала в новом парламенте крупнейшую отдельную фракцию. Репутация Хизбаллы на Западе сложилась благодаря ее партизанским действиям, но динамикой своего роста и вхождения в мейнстрим она во многом обязана своей социальной деятельности, сумев обогнать все другие партии в предоставлении социальных и других публичных услуг в мусульманских районах. В то же время, в отличие от других исламских движений Ближнего Востока, она использует благотворительность как средство подчеркнуть и усилить свою легитимность ливанской политической партии. Причина состоит в том, что способность Хизбаллы противостоять израильтянам зависит от хороших отношений с государством и широкой поддержки общественности. Выдающаяся социальная роль Хизбаллы стала возможностью благодаря помощи Ирана, но она не состоялась бы без тщательного планирования и особого внимания к социальным службам самой организации. Достоверная информация об объеме средств, которые Хизбалла получала от Ирана, недоступна, но ежегодно это десятки миллионов долларов. Они тщательно распределялись на различные проекты через компании реконструкции. Благодаря деятельности Хизбаллы с 1988 года возникают сельские кооперативы. От обеспечения дешевыми домами жителей, которые потеряли жилье в результате израильских бомбежек, Хизбалла перешла к строительству домов, доступных для широких слоев населения. Организация безвозмездно предоставляла бедным крестьянам сельскохозяйственную технику, снабжала их семенами и удобрениями по ценам ниже рыночных, а также наладила программу кредитования. На фоне успехов Хизбаллы ливанское государство столкнулось с серьезными финансовыми проблемами. В 1992
По 2001 годам государственный долг Ливана вырос с 4 до 17 миллиардов долларов, что привело к нулевому росту экономики и резкому увеличению безработицы. Это означает, что Бейрут будет продолжать принимать помощь почти от всякого доступного источника, чтобы предотвратить социальный кризис. Крупные суммы денег Хизбалла получала от участия в наркоторговле. В эту сферу она пришла еще в начале 80-х годов. Возделывание наркотических растений осуществлялось в самом Ливане, в долине Бека. Поскольку гражданская война уничтожила многие сферы экономической деятельности, производство марихуаны стало ключевым сектором импорта, в котором участвовали почти все этнические общины из села Ливана. Со временем ливанские шииты, вовлеченные в производство наркотиков, стали сотрудничать с преступниками в среде ливанской диаспоры в Южной Америке. В 90-е годы наркотерроризм Хизбаллы усилился. Именно в Южной Америке сочетание наркотиков и терроризма было особенно тесным. Среди отраслей экономики, откуда также поступали средства, выделялась алмазная. Хизбалла предположительно получила значительные суммы с помощью торговли так называемыми конфликтными алмазами, то есть алмазы, добытые в зонах конфликтов в Африке. К концу 2009 года Иран был заинтересован в операции Хизбаллы с точки зрения не столько локальных вопросов, сколько проблемы устранения угроз его ядерной программы. Он разработал трехуровневую кампанию террора, удары по израильским туристам, формальным правительственным мишеням, это дипломаты, отставные чиновники и еврейской общине. Хизбалле было верено выполнение только первой задачи, а выполнение остальных было перепоручено собственным вооруженным силам Ирана. В сегодняшние дни Хизбалла имеет своей целью установить тотальную власть в Ливане и противодействовать Израилю. Политическое крыло Хизбаллы, как и Хамас, призывает к уничтожению Израиля и считает Палестину оккупированной мусульманской территорией. Представители Хизбаллы открыто утверждают, что Израиль не имеет права на существование. Я не знаю, как сложится дальнейшая судьба Хизбаллы, ясно только то, что погружающаяся в хаос в современном мире роль и масштаб деятельности организаций такого типа будут расти, и много бедствий принесут они с собой.